АвтоВАЗ поставил на конвейер лучшую народную модель ВАЗ-21946. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Вчера решил узнать, что нового происходит в мире отечественного автопрома, и наткнулся на интересную новость. АвтоВАЗ возобновляет выпуск и продажи модели ВАЗ-21946. Любопытно, что с официального сайта модель никуда не исчезла, но приобрести ее было практически нереально. У дилеров живые экземпляры встречались крайне редко. По моему мнению, это действительно хорошая новость, ведь именно этот автомобиль лучший в линейке АвтоВАЗа среди дешевых моделей, и я готов это доказать. Название ВАЗ-21946 раньше принадлежало Ладе Калини Кросс, но затем заводские маркетологи провели ребрендинг, и она превратилась в Ладу Гранту Кросс. Сейчас именно под таким названием модель продолжает свое существование. Несмотря на то, что машина далеко не новая, она вобрала в себя все самые удачные качества семейства Гранты. К тому же она куда универсальнее и практичнее, чем обе Нивы. Начнем с очевидного преимущества – дорожного просвета. Здесь он составляет 198 мм, что больше, чем у большинства китайских кроссоверов, не говоря уже о седанах. Универсалы из Китая к нам, к слову, вообще не завозят. Также стоит отметить пластиковый обвес. Известно, что у Гранты не самое стойкое лакокрасочное покрытие. Сколы появляются быстро, а ржавчина не заставляет себя ждать. С аналогичной проблемой сталкивались и владельцы датсунов. В версии Кросс арки, пороги и средняя часть дверей закрыты пластиком, что значительно продлевает срок службы кузова. Это не просто декоративный элемент, а вполне практичное решение. Был случай у знакомого, он случайно задел препятствие, сдавая назад. Если бы не пластиковая накладка, краска бы слезла до металла, а так он всего лишь протер кусок пластика. Салон, конечно, не эталон роскоши, но двухцветная отделка заметно освежает интерьер. Визуально Гранта Кросс выглядит симпатичнее других представителей линейки. Например, моя жена считает, что седан выглядит не особо привлекательно, особенно сзади. А вот Кросс ей действительно нравится, особенно в фирменном оранжевом цвете. 2025 войдет в историю как год перемен. Трамп готовит решения, которые изменят облик всего мира. Он уже начал противостояние с Китаем, ругается с Европой и обещает скорый финал СВО. Очевидно, что нас ждут большие перемены. В такое время лучше всего следить за теми, кто не наводит панику и основывается на фактах. Хороший пример – канал Мультипликатор. Еще год назад он рассказал, почему победит Трамп и к чему это приведет. Предупреждал об отмене льготной ипотеки, давал точные прогнозы по рублю и доллару. А сейчас он постоянно объясняет, что будет уже весной с рублем, вкладами россиян и ценами на жилье. Подпишитесь на этот ценный канал, чтобы заранее быть готовыми к событиям, которые скоро коснутся каждого, ссылки в описании. Еще один немаловажный фактор Лады Гранты Кросс – это кузов. Перед нами универсал, пусть и компактный, но чрезвычайно вместительный. В такую машину без проблем помещается стиральная машина или даже холодильник. Багажное отделение в стандартном положении вмещает 355 литров, а если сложить задний ряд, уже 670 литров. Разница ощутимая. Не хватает только полного привода. С этим не поспоришь. Причем, что интересно, АвтоВАЗ уже разрабатывал полноприводную версию, причем без необходимости в миллионах долларов инвестиций. Все еще во времена первой Лады Калины на заводе была создана рабочая система полного привода, и такой автомобиль даже проходил испытания. Это было в 2007 году. В схеме использовался угловой редуктор, установленный на механическую коробку передач. Он отбирал крутящий момент и передавал его на заднюю ось. Для этого даже присвоили заводской индекс ВАЗ-2111304. Так как двигатель в Калине располагался поперечно, как и в Гранте, без этого редуктора обойтись было невозможно. Инженеры АвтоВАЗа не стали выдумывать велосипед и взяли передний редуктор от Нивы, установив его сзади. Добавили приводы со шрусами для передачи момента на задние колеса. Для корректной работы системы использовалась вязкостная муфта, а не электромагнитная, как на многих современных кроссоверах. Вязкостная конструкция намного проще, так как не требует сложной электроники. Ее задача заключалась в плавном
плавном перераспределении крутящего момента. Конечно, доработки касались не только трансмиссии. Машина получила новый подрамник, независимую заднюю подвеску, дисковые тормоза и даже топливный бак другой фирмы. Под капотом располагался перспективный 1,8-литровый двигатель, который так и не получил широкого распространения. Почему же этот проект заморозили? Официальных данных нет, но по слухам, в 2012 году французы настояли на отказе. В тот момент Renault только входил в состав АвтоВАЗа и не хотел создавать конкуренцию своему внедорожнику Дастеру. В результате перспективную разработку просто положили на полку. Но теперь-то Renault на заводе больше нет, что мешает возродить проект? Конструкция уже проработана, осталось только адаптировать ее под современный кузов. Что касается стоимости, то Lada Granta Cross сейчас предлагается по цене 1 миллион 200 тысяч рублей. Но если бы отдавали за 600 тысяч, то это был бы бестселлер. На первый взгляд кажется дорого, но если вспомнить, что базовая Vesta стоит 1,6 миллиона, а у Гранты уже в стандартной комплектации есть кондиционер, подогрев зеркал и подушки безопасности, то выбор уже не так очевиден. Напишите в комментариях, стоит ли переплачивать за Весту, или наоборот лучше сэкономить 150 тысяч и взять обычный седан Гранту. Ну и обещанная мною шутка. Как-то жена говорит: подклей кусочек обоев, а то они от стены отошли. 5-й год уже идет ремонт, никак не можем остановиться. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.